Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня, устраивайтесь поудобнее. Если вы подписчики нашего канала, пожалуйста, пересылайте это видео друзьям и знакомым по мессенджерам. Сегодня ваши друзья, знакомые увидят это видео, а завтра вы можете обсудить, что было интересного и полезного лично для вас или для ваших окружающих. Тема сегодняшнего видео – как получить бесконечную мотивацию. Думай о большем, начинай с малого. Колесо жизненного баланса, оно предусматривает бесконечное стремление к долгожительству, и долгожительство – это наша профессиональная деятельность, наша личная жизнь. Это видео будет включено в плейлист «Практика колеса жизненного баланса», и также это будет заключительное видео в плейлисте «Ноябрь». Тема плейлиста «Ноябрь» – собрать видео, которые вы можете посмотреть именно в ноябре. И эти видео будут вас потихоньку мотивировать к тому, что уже существующий год подходит к концу, и надо думать о планах на следующий год. И тема сегодняшнего видео – как при планировании сохранить вот эту бесконечную мотивацию, как вернуться к своим мечтам, как те планы, которые на этот год не смогли быть завершены, плавно перенести на следующий год. Кто смотрит это видео первый раз, я в двух словах постараюсь рассказать о колесе жизненного баланса. Колесо жизненного баланса – это 8 сфер нашей деятельности. 8 сфер – это как отдельные 8 жизней, как отдельные 8 бизнесов. В каждом из этих бизнесов или этих сферах есть свои закономерности. Любая сфера очень сильно влияет как на вашу эмоциональную сторону, так и на умение действовать. Самая главная сфера, которая говорит нам о счастье, называется яркость жизни. Если мы диагностируем колесо жизненного баланса для себя, мы идем по часовой стрелке, начиная с яркости жизни, духовного роста и творчества, карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья и окружение, отношения и семья. Почему я перечислил сейчас все сферы, потому что YouTube-канал таким образом устроен, что обычно те, кто интересуется тематикой колеса жизненного баланса, они пересматривают более старые видео, а тем, кто наткнулся на это видео в результате рекламы, им просто вот интересно послушать какую-то занимательную информацию, и если вы подписываетесь на наш канал, то эту информацию вы будете получать регулярно. Видео мы выпускаем 2-3 раза в неделю, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, нажимайте кнопку комментарии, пишите о своих впечатлениях и расскажите, что вас мотивирует. Итак, теория колеса жизненного баланса говорит о том, что если мы за 2 месяца начинаем планировать свои планы на следующий год, мы решаем 2 основные задачи. В ноябре мы понимаем, что мы за год не успели, что у нас идет медленно, где нам не хватает экспертизы, квалификации. Есть проекты или задачи, в которых мы приложили уже достаточно много сил, но результат, который мы хотели, не получается. Нам нужно делать еще одну попытку, и поскольку задача является для нас очень важной или актуальной, мы это все равно переносим на следующий год. В чем разница между планированием в ноябре и декабре? В ноябре мы все текущие задачи этого года плавно подводим к завершению, подводим итоги, подбиваем финансовую составляющую, сколько на эти проекты было потрачено, сколько на этих проектах мы заработали, где получили неожиданную радость в виде финансовой какой-то выгоды, что нас порадовало за год. Вот сортируем все эти события, делаем выводы. Выводы нужно делать не только из радостных событий, выводы можно делать и из событий, которые вас огорчили. Если вы в этом году неожиданно упали в продажах, наступил такой период. Этот период нужен для того, чтобы вы из этой ситуации вышли окрепшими, с новой мотивацией,
с новым пониманием того, что в бизнесе и в работе не нужно расслабляться, потому что не всегда дует попутный ветер, не всегда вы на высоте. Случаются такие ситуации, когда необходимо начинать сначала, и для того, чтобы начинать сначала, нужна такая вещь, как мотивация. Мотивация в колесе жизненного баланса, она связана с 3 состояниями. Я для тех, кто смотрит это видео первый раз, повторюсь. Те, кто это уже слышит неоднократно, наберитесь терпения. Чем больше повторений, тем лучше мы понимаем тонкости. Состояние 0,4 как нестабильное, оно всегда говорит о наших сомнениях. В этом состоянии мы меньше всего предпринимаем каких-то действий. В состоянии 4-8, очень стабильном состоянии, мы больше начинаем действовать. При этом у нас тоже может присутствовать огромное сомнение, огромные переживания, правильно ли мы делаем, туда ли мы идем. Мы действуем, получаем результат, и таким вот образом плавно движемся к своей цели. Почему нужно думать о большем и начинать с малого? У каждого из нас в жизни в течение года бывают такие периоды, когда нас накрывает волна помечтать, восхититься. То состояние 8-10, которое бывает очень кратковременное, задача колеса жизненного баланса, его основная философия, вот это вот состояние 8-10 периода глубокой мотивации или периода, когда вас накрывает волна переполнения сил и энергии, как можно дольше продлить, чаще вызывать это состояние. И что для этого нужно сделать? Есть ответы в наших видео. Кто хочет поделиться своим источником вдохновения, своим источником сил, пожалуйста, пишите в комментариях. Любая ваша история будет для нас интересна. Если видео наберет достаточное количество просмотров, мы сделаем его продолжение, поэтому предлагайте свои темы. Итак, зачем нужно думать о большем? Давайте разберем применительно к каждой сфере. Я это делаю для того, чтобы мы от общих моментов мотивации приходили к конкретике, потому что когда я вам перечисляю каждую сферу, у каждого из вас возникает своя ассоциация. Это касается сферы яркости жизни, то есть это отдых, это переключение, это восстановление. Если мы говорим о хобби, у каждого из вас есть свое хобби. Я неоднократно призываю, пожалуйста, расскажите о своих хобби, бросайте ссылки, где вы занимаетесь, присылайте какие-то ваши истории успеха. Почему? Потому что задача нашего канала собрать все источники поиска единомышленников. Может, мы на своем YouTube-канале соберем единомышленников, которые находятся в разных городах и странах. Возможности интернет позволяют нам находить друг с другом контакт, мотивировать, делиться положительным опытом. Поэтому мы мечтаем о большем, думаем о большем и начинаем с малого. Итак, сфера яркость жизни. Здесь в первую очередь, когда вы начинаете планировать следующий год, нужно думать о самых таких вот максимальных ваших желаниях, хотелках. Можно поднять свои воспоминания из детства, можно поднять воспоминания ваших друзей, знакомых, родственников, где они были, какие места их впечатлили. Что касается поиска мест, где вы находите источники своего вдохновения, источники силы, это может быть поездка к родителям, это может поездка по местам, которые связаны с вашими сильными переживаниями, это может быть атмосфера, которую вы хотите еще раз восстановить. Предлагайте свои варианты, как вы это видите, что вас впечатляет, что на самом деле из этого получается. Приглашаю к такому интерактиву. Духовный рост и творчество, сфера – это
где нужно уже начинать действовать, думать о большом, это в хобби, попытаться представить свои изделия, то, что вы сумели сделать собственными руками, на всеобщее обозрение. Это может быть просто фотография результата вашего хобби, это может быть какие-то вот композиции, которые вы хотели бы сделать для друзей, близких, и получив обратную связь, вы черпаете как бы еще один мотив для того, чтобы продолжать это хобби или этим хобби заниматься в кругу единомышленников. Вот хобби – это один из немногих моментов, где вы можете делиться своими переживаниями, своими впечатлениями совершенно спокойно, открыто, потому что люди уже вовлечены в процесс, и переходим к духовным ценностям. Нужно ли искать новые духовные ценности? Вот наш тезис, который озвучен, думать о большем. Возьмите себе за хорошее правило 2 раза в год знакомиться с духовными направлениями, которые вы можете найти через интернет, через посещение каких-то выставок. Это даст вам обратную связь. Хотите ли вы этим заниматься? Помогает ли вам изучение новых духовных ценностей в плане накопления сил? То есть мы в сфере духовный рост и творчества постоянно находимся в поиске, таком вот активном, который позволяет нам не вернуться к монотонности, то есть мы выдавливаем постепенно монотонность из этих дел и стараемся находиться в состоянии 4-8, желательно в состоянии 8-10. А состояние 8-10 – это вот когда вы сделали какое-то изделие в хобби, когда вы совершили какой-то ритуал, который наполнил вас силой, и вам именно хочется об этом рассказать. То есть, когда вы хотите об этом рассказать, это и есть состояние 8-10, когда вы переполнены энергией. Что касается интровертов, интроверты тоже могут радоваться и по-своему выражать свои эмоции. Тот, кто интроверт, пожалуйста, расскажите, какие источники радости для вас являются приемлемыми, как вы выражаете свою радость, как вы делитесь успехами. Следующая сфера – карьера и бизнес. Как получить здесь бесконечную мотивацию? В ноябре анализируем, чего вы достигли в карьерной лестнице, смотрим варианты планов на следующий год, планирует ли у вас к повышению, имеется ли у вас желание идти по карьерной лестнице. Те, кто находится в предпенсионном возрасте, ищите варианты дополнительной занятости. Здесь в сфере карьера и бизнес состояние 4-8, когда вы ищете применение своей экспертизы за пределами места, где вы работаете. У кого получается органический поиск, кому нужно приложить достаточно большие усилия для этого. Самая главная рекомендация – не прекращайте поиск и продвижение себя за пределами своей компетенции, потому что вот такое рутинное, ежедневное, или регулярное действие спасает вас от периодов, когда, допустим, в вашей отрасли может быть кризис, или в стране наступает такая ситуация, когда без таких усилий вам тяжело пережить кризис. Плавно переходим к следующей сфере. Сфера денег. Как здесь получить бесконечную мотивацию? В сфере денег, в колесе жизненного баланса, в ее теории нужно понимать, что хотите вы этого или не хотите, но по мере того, как у вас появляются дети, как они растут, как вы переходите в период профессиональной зрелости, вы уже приходите к тому, что ваша репутация может приносить дополнительные плоды, и вам, как опытному человеку, могут доверить
какую-то деятельность. Вот состояние 8-10 необходимо иметь вот в вашем распоряжении мотивацию, то есть ваше особое отношение к трудностям, к преодолению стрессовых ситуаций. Это то, что может ваших инвесторов сподвигнуть или смотивировать на то, что вы будете тем менеджером проекта, который будет управлять чужими деньгами, чужими возможностями. Почему? Потому что для руководства сложными проектами нужны не только профессионалы, но именно лидеры, которые умеют достигать результата, и также нужны люди, которые умеют мотивировать окружающих на большую эффективность. Сфера личностного роста, все, что связано с обучением, именно в сфере личностного роста мы получаем знания об инструментах, которые нас мотивируют. Хотелось бы еще раз пригласить к дискуссии, и напишите, пожалуйста, какое обучение вас смотивировало. Это личное самокопание, это сложившаяся ситуация на рынке, то есть как вы пришли к тому, что уже нужно заниматься мотивацией, это больше трудностей или это больше взгляд на перспективу. На нашем YouTube-канале мы будем делать опросы, и внизу в описании этого видео будет ссылка на опрос, где вы можете выбрать варианты ответа, касающиеся бесконечной мотивации. Сфера здоровья и спорт. Как получить бесконечную мотивацию? Думать о большем, начинать с малого. В сфере спорта самый главный ресурс, которым мы распоряжаемся, это время. Физические занятия, они не могут быть больше 5-7 дней в неделю, но я не имею в виду зарядку, я имею в виду профессиональные тренировки, регулярные тренировки. Стандартный режим тренировок – это 2-3 раза в неделю. Те, кто живет в таком режиме, они уже имеют свое представление, как это может для вас стать очень хорошей привычкой восстанавливать силы, переключаться, сбрасывать стресс, утилизировать стресс. Тем, кто начинает тренировки, вот здесь вот небольшой слоган «Думать о большем», то есть о тех результатах, которые можно достичь, тех результатов, которые может вам озвучить тренер, тот период времени, за который вы можете эти тренировки тренировки, которые могут привести вас к этому результату. То есть мы разбиваем кратно году. Почему кратно году? Потому что очень тяжело идти к результату, если на это необходимо 2-3 года. Сфера друзья и окружение. Среди друзей нужно разделить или можно разделить группу наших знакомых, друзей, родственников на две категории. Те, кто больше мотивирует, или те, кто нуждаются в мотивации. Если среди ваших друзей и знакомых большая часть людей, которые требуют мотивации, тогда, возможно, возникнет такая ситуация, когда вы, потратив время на изучение инструментов, сами становитесь для них тем источником информации, становитесь наставником для того, чтобы людям дать возможность поверить в свои силы. Есть разница между тем, как смотивировать людей или сделать некоторую работу или принять решение за них. Моя рекомендация всегда в своем колесе жизненного баланса выровняйте те сферы, которые приводят вас к состоянию 4-8 для женщин. Это сферы яркость жизни, духовный рост и творчество, личностный рост, здоровье и спорт. Когда эти сферы находятся в состоянии 4-8, то есть вы знаете, чем вы можете заниматься, при каком бюджете вы можете заниматься, понимаете, что никто, кроме вас, не будет следить за зарядом вашей жизненной энергии. Если вы вышли на минимальный заряд своей жизненной энергии, у вас есть готовые, уже опробованные именно вами и инструменты, как вы можете переключиться, и вы в этих сферах стараетесь в состоянии 0,4 находиться как можно минимальное время. Здесь нужно понимать, что есть необходимое время для нахождения в этих эмоциях,
В этом нет ничего страшного, это нормальное явление, попереживали, рассмотрели разные варианты волнений. Может, кому-то надо поплакать, может, кому-то надо прокричаться, может, кому-то надо излить свои эмоции. Это все нормальное явление. Со временем вы научитесь переходить в состояние 4-8, то есть переходить к списку дел, которые нужно делать, каждый день делать что-то в этом направлении, и подводя итоги в конце года, сколько раз вы находились в состоянии 4-8, вы заметите, что из года в год вы уже не провалились в эти состояния и уже находите привычку мотивировать своих друзей, знакомых, тех, кто находится в сфере друзья и окружения, на более активные действия, потому что более активные действия, они улучшают обстановку, где вы находитесь, и у вас меняются как бы жизненные ценности. Самая сложная сфера – это отношения и семья. Здесь больше всего накоплено эмоций, я уже говорил, давайте еще раз повторюсь. В сфере друзья, окружение, отношения, семья, яркость жизни, духовный рост и творчество находится очень большое количество эмоций. Это вот как бы такая сфера, которая магнитом притягивает эмоции, потому что мы социальные существа. Для нас обмен информацией, обмен эмоций является жизненно необходимым явлением. И вот в сфере отношений и семья мы будем постоянно как магнитом стягиваться в эмоции. Зачем я это рассказываю? В наших видео мы постепенно в каждом видео напоминаем о том, что после периода эмоций, когда мы делимся или положительными эмоциями, или отрицательными эмоциями, они в равной степени присутствуют в нашей жизни, надо плавно переходить к действиям. Вот мы попереживали, поделились друг с другом эмоциями, и закономерный вопрос на вечер, что мы будем делать завтра сообща. Если мы понимаем, что мы будем делать сообща, мы можем друг другу делегировать, мы можем помочь друг другу сделать что-то полезное друг для друга. И вот в семье и отношениях миссия перейти от миссии состояния 0-4 наслаждаться страданием, перейти к миссии наслаждаться к жизни. К этому осознанию, то есть наслаждаться страдая или наслаждаться просто жизнью не страдая, можно прийти в течение года. Для этого достаточно вести свой дневник размышлений. Мне не очень нравится дневник как бы переживаний, потому что переживание, оно не ставит какой-то цели. Мне больше нравится название дневник рассуждений. То есть мы порассуждали, взвесили аргументы за, аргументы против. Кому очень важно, можем написать 2-3 пункта переживания. У кого появится страница, тоже очень важно эти переживания пережить. И постепенно переходим через миссию 4-8 восстанавливаться, реабилитироваться к миссии наслаждаться жизнью. То есть это состояние 8-10. Не каждому из нас удастся переделать своего партнера. Наверное, нужно от миссии переделать партнера, перейти к миссии «делаем многие вещи сообща», делимся своими переживаниями, не стесняемся своих переживаний, приходим к точкам консенсуса, то есть мы думаем о большем, то, что вам нравится, начинаете каких-то малых шагов, которые для вас возможны совместно, и таким образом вы получаете в сфере семья и отношения бесконечную мотивацию. У кого есть другие варианты источников бесконечной мотивации, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем, кто смотрел это видео, желаю хорошего дня. Подведите итоги уходящего года. Напишите о том, о чем вы мечтаете. Спланируйте небольшие шаги, с чего вы можете начать следующий год. Смотрите наши видео. У экспертов, знакомых спрашивайте, чего можно достичь. В вашей жизни все получится. Я вам желаю хорошего дня. Я в вас верю.